Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, вышло новое обновление на тестовом сервере, и теперь мы имеем новый атрибут, это звезда судьбы. Давайте подробнее разбираться. Заходим в почту, и тут мы видим новое обновление. Запуск системы звезд судьбы. Аномалия в небесах. Яркая вспышка света. С неба падает метеорит звезды судьбы, несущая с собой таинственную силу на волшебный континент и наделяющая его героев большой силой. Поскольку каждый герой получает свою звезду судьбы, всем придется работать вместе, чтобы добиться максимального эффекта и в конечном итоге победить силы зла. Круто, только мне интересно, кто тут сила зла, ну то ладно. Итак, первое. Герои, достигшие максимального звездного уровня, могут получить звезду судьбы. Имеется в виду герои, которые имеют золото на звезде. Потратьте определенное количество камней души героя, чтобы повысить уровень звезды судьбы и достичь еще большей силы. Третье. Есть 3 цвета судьбы, и каждый герой изначально принадлежит к одному из цветов. Позже они могут быть принудительно изменены на другие цвета. В частности, красные звезды судьбы повышают урон, синие повышают броню и сопротивление магии, а зеленые повышают здоровье. Отряды героев звезды судьбы могут быть сформированы в комбинации на основе их цветов, и эти комбинации дают мощное усиление всему отряду. Командиры могут просматривать различные эффекты комбинации и требования в справочнике звезды судьбы. Итак, заходим в героев, и тут нам нужен герой с золотой душой. На самом деле я уже подготовил героя, поэтому давайте я сразу же открою героя, с которым мы будем это делать. Я подготовил Медею. У меня было тут немного золота, потратил, и вот мы получили 616 камней душ Медеи. Я надеюсь, этого должно хватить, но если не хватит, то мы потратим еще немного золота и получим еще больше. Итак, жмем сюда и жмем теперь сюда. И видим тут красное, синее улучшение и зеленое улучшение. Можно пролистать в самый низ, и в самом низу уже будет показано полностью, что дает то или иное усиление. Но как вы видите, в русской версии, как всегда, обделили нас, и непонятно, что именно это дает, плюс 6 чего, скорее всего, процентов. И тут вообще ничего не понятно, что именно мы получаем. Поэтому нам придется поменять язык для того, чтобы понять, что же тут написано. Поэтому давайте я быстренько поменяю язык. Итак, поменяли язык и заходим обратно на Медею. И открываем. Допустим, у нас красная. Имея плюс 2 красных героя с этими атрибутами, мы получим дополнительное усиление атрибутов звезды на 30%. Интересно, это будет дополнительный буст всей команды, или же это будет дополнительный буст только героев? Скорее всего, героев, которые имеют этот атрибут. Имея 2 красных, 1 зеленый плюс 40, 2 красных, 1 синий плюс 40, 2 красных, 1 синий, 1 зеленый плюс 40, 2 красных, 2 зеленых плюс 50, 2 красных, 2 синих плюс 50 усиление, 2 красных, 1 синий, 2 зеленых плюс 50. Я, скорее всего, я думаю, 2 красных, 2 синих, так же самое здесь будет 2 синих, 2 красных. Правильно, это будет одно и то же, скорее всего, да. Также и в зеленых, 2 зеленых, 2 синих, 2 зеленых, 2 красных. То есть, в основном все комбинации везде одинаковые, но, скорее всего, будет разниться, когда именно уже у вас будет по 3 зеленых и 3 красных. Поэтому начнем с красных, чтобы не путаться. И вот что мы имеем. Имея 3 красных героя в составе, мы получаем плюс 40 усиления. И еще дополнительное усиление. Группа отряда повысит атрибуты героев, не связанных с звездой судьбы, до уровня одной звезды судьбы. Вот как-то так. Ну и усиление плюс 40%. 2 красных, 1 зеленый плюс 50%, как и выше. И также усиление героя, который не имеет эту звезду. То же самое с синим. Переходим к 4 красным, и тут просто плюс 60%. Ну и самое интересное у нас, когда уже 5 героев имеют усиление звезды судьбы, тут мы получаем дополнительно увеличение скорости движения на карте мира на 4%. Если у нас
3 красных, 2 зеленых, то на 6%. Также самое 3 красных, 2 синих 6%. И когда у нас уже 4 красных, 1 зеленый, то мы получаем на 6%. И еще один дополнительный навык — это каждый раз, когда вы побеждаете отряд на конквесте и на карте мира, или в атаке поход славы, это восстанавливает здоровье для всех героев. То есть здесь мы уже после боя будем восстанавливать здоровье плюс 4%. Когда у нас все 5 красных, то будет 6,5%, и скорость отряда будет 12,5%. Давайте перейдем тогда к синим. То же самое низ листаем сразу же, чтобы посмотреть все атрибуты синего. И в синем мы видим то, что группа отряда также повысит для героев, которые не имеют атрибут. Второе усиление — здоровье, восстанавливаемое за минуту от каждого для защищающихся войск, 0,3%. На самом деле не так уж и это много, 0,39 то есть. Ну и последнее — это у нас повышение скорости добычи войск. То есть можно будет настроить героев для добычи кварца, сапфиров. На самом деле это неплохо. Ну и зеленый цвет. Сразу же идем вниз и смотрим. Также группа отряда повысит атрибуты героев, не связанных с звездой судьбы, до 1 уровня. Второе — усиление силы наемников на 2%. И третье — коэффициент воскрешения после боя для убитых наемников плюс 8,5%, если у вас 5 зеленых. Если у вас 4 зеленых, 1 красный, 6%. Если у вас 4 зеленых, 1 синий, тоже 6%. Если у вас 3 зеленых, 2 красных, то всего лишь 2%. На самом деле это очень круто, 8,5% воскрешения. Это можно будет проверить в наемниках, нажать сюда, и как мы здесь видим, на 64 туре написано 31%, но почему-то, когда мы жмем на восклицательный знак, показано то, что на максимальном уровне мы получаем 24% воскрешения наемников, а здесь у нас 31%. С этим надо будет позже разобраться, поэтому пока что пропустим этот интересный баг. Либо я что-то путаю. И давайте же начнем быстро улучшать нашу Медею. Как вы видите, сила дает очень много. И мы уже получили первое усиление. Красиво. И как мы видим, у нас уже есть синий цвет. Нажимаем на конверт, и мы можем здесь выбрать любой цвет, который нас интересует. И для этого нам нужно потратить всего лишь 10 тысяч кристаллов, на самом деле. Не так уж это много. Шутка. Давайте дальше усиливать и посмотрим, что у нас будет далее. Далее у нас усиливается и становятся звезды еще красивее. И мы можем еще раз тыкнуть, посмотреть, да, все еще 10 тысяч кристаллов. Давайте еще раз нажмем. И как мы видим, уже у нас 2. Но наши камни душ закончились, поэтому давайте попробуем получить немного камней душ, потратив немного золота. Я думаю, это будет очень долго, поэтому нажмем сейчас на паузу и быстро потратим все золото. Итак, потратив немного золота, мы уже получили еще 240 камней душ, и я надеюсь, этого хватит сделать полностью максимум. Как вы видите, сделали максимум, и мы можем посмотреть, сколько было силы до и сколько стало силы после. Итак, в начале Медеи было силы 107 699, а теперь стало 109 883. И на это все мы потратили 840 камней душ, чтобы сделать максимум. Давайте посмотрим, также ли будет на других героев. Итак, у меня есть 730 на Аурае, и сейчас мы это проверим. Аурай у нас зеленого цвета. И как вы видите, мне не хватает еще 110, чтобы сделать на полностью. Но уже атрибут получили, поэтому уже неплохо. Давайте тогда сделаем еще пару героев, чтобы проверить, как это все будет выглядеть на карте мира. Также у нас есть Мерлин для этого, поэтому для Мерлин мы просто сделаем
цвет. И на этом остановимся. Так, у нас есть 2 зеленых и 1 синий. И как вы видите, здесь у нас уже загорается атрибут, и мы можем увидеть, что мы получаем за этот атрибут. Давайте все-таки сделаем 5 героев и посмотрим, как же это все будет работать. Поэтому для этого нам нужны еще герои. Пандар у нас имеет зеленый цвет. Далее я не буду его максить, поэтому оставим эти камни душ. И теперь у меня уже есть 5 героев для этих атрибутов, поэтому я выбираю этих 5 героев и смотрим, какие же мы атрибуты получили. И как мы видим, здесь мы получили атрибут из 1 красного, 2 синих и 2 зеленых. И мы получаем плюс 50% к усилению. Жмем ОК. Интересно, работает ли этот атрибут на арене? Давайте проверим. Выберем героев, которые мы использовали. И посмотрим, работает ли он там. И здесь мы видим цвет атрибута. Было бы неплохо найти героев со всеми одинаковыми атрибутами, поэтому сейчас мы попробуем это сделать. У нас есть 2 синих и 2 зеленых. Поэтому давайте найдем еще либо 3 синих, либо 3 зеленых. Итак, у нас есть 5 героев, которые имеют зеленый атрибут. И тут мы видим то, что мы получаем все максимальные усиления для этого атрибута. И чуть не забыл проверить легендарных героев. Тут у нас есть Танос и с дополнительными 60 камней душ. И как вы видите, у легенд есть какая-то скидка. В начале 15 и после уже по 45. Но жаль, у нас не хватает камней душ и больше закупить мы не можем. Но я знаю, что после 45 будет идти по 70 камней душ. И в итоге в целом будет 260 камней душ для легендарных героев, чтобы сделать целую звезду судьбы. И также для Малача, как мистического героя, тоже имеет скидку. И самое интересное, что в путешественнике теперь должны попадаться камни душ Малача. Ведь все мы знаем, когда золото Малача мы получали теневую сущность и молитвы, но сейчас, скорее всего, они изменят, и мы будем получать камни душ Малачи. Ну и вкратце, что я думаю об этом обновлении. Для бесплатных героев это супер усиление, но также очень крутое усиление для тех, кто донатит очень много в эту игру и делает легенд золотыми. Ведь иметь золотую легу это очень дорого. Так сверху вам еще нужно иметь дополнительно 260 камней душ, что не так уж и мало. Хотя спасибо, что сделали хоть какую-то скидку. Ну а еще раз повторюсь, для тех, кто играет бесплатными героями, это реально супер усиление. И сделать максимум, как вы видели, не так уж и сложно. Всего лишь вам нужно 840 камней душ. Ну, как все знаем, в будущем это не так уж сложно сделать для бесплатных героев. Просто запрашивайте и получаете их. И отдельно я бы хотел отметить именно синий, так как синий усиливает скорость для добычи в шахтах. Поэтому для того, чтобы добывать сапфир, у многих есть проблемы с добычей сапфира, то было бы неплохо именно сделать побольше героев, которые имеют синие атрибуты. И именно ими отправлять и фармить кварц и сапфиры. И как вы видите, в основном во многом синий цвет это у нас у танков. Я сейчас немного потыкал, проверил. И в основном большинство синего цвета имеют у нас танки. А на этом все. Кому ролик был полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И думаю, уже в понедельник обновление выйдет на всех остальных серверах. И мы сможем уже еще более подробнее разобраться, что же можно получить полезного с этого обновления. И всем пока-пока.